Всем привет! Это Леонид Волков. Мы продолжаем говорить об основах информационной безопасности. И сегодня мы поговорим о том, как ваша личная переписка может оказаться, скажем, в эфире Первого канала. Или еще где-то, где вам не хочется ее увидеть. И как сделать так, чтобы этого не случилось. Представьте, что вы живете в среднестатистическом российском городе. Иногда вы участвуете в какой-то гражданской активности. Я надеюсь, что вы участвуете. Скажем, были несколько раз на митинге, заходили в местный штаб Навального, чтобы оставить свою подпись за кандидата на выборах. Увы, в России этого может быть достаточно уже для того, чтобы вашими соцсетями, скажем так, заинтересовались. Вы должны исходить из того, что за вашими публикациями в соцсетях могут внимательно следить. Возможно, уже следят. И в какой-то момент неизбежно попытаются взломать. Потому что больше всего наше государство заинтересовано даже не в ваших деньгах, хотя и в них тоже, конечно, а в вашей личной информации. Это для него самая ценная валюта. Ваши переписки, контакты, чаты мечтают заглянуть не только сотрудники Центра, но и, например, пропагандисты из Life News или каких-то еще государственных медиа. Вспомните все свои последние сообщения и представьте их скриншоты на весь экран вечернего шоу Киселева. Или что-нибудь там на местном телевидении. Если вам не хочется это видеть, то вам, наверное, хочется узнать лучше, как этого избежать. На самом деле базовые правила безопасности, о которых мы будем дальше говорить, касаются всех, не только активистов. И эта история не только про угрозу со стороны силовиков или со стороны госпропагандистов, но и про угрозу со стороны обычных мошенников. И их жертвами легко могут стать ваши друзья, ваши родители, вы сами. Уж точно, наверняка вам или вашим родственникам хотя бы раз звонили из этих знаменитых колл-центров, которые представляются службами безопасности банка. Или приходило странное сообщение, что кто-то пытается зайти в ваш аккаунт с Мальдивских островов. Короче говоря, давайте будем честными сами с собой. Если вы живете в России, значит ваша электронная личность, ваша электронная жизнь под угрозой. Мы в нескольких видео хотим разобраться с тем, как повысить уровень своей защищенности простыми методами. И начнем с самого базового, с паролей, с того, как защитить личную переписку. Правило первое, и я уверен, что вы все его прекрасно знаете, звучит так. Никогда не используйте простые пароли. Понятно, что раз, два, три, четыре, пять, шесть или QWERTY такой пароль вас не защищает. Это кажется совершенно очевидным, и все же даже это обязательно нужно проговорить. Каждый год эксперты по безопасности публикуют списки самых популярных паролей. То есть это значит, что до сих пор миллионы людей по-прежнему их используют. Надеются на авось, думают, что и так сойдет. Есть и список самых частых русскоязычных паролей. Ссылку на него мы оставим в описании к этому видео, чтобы вы проверили себя. И спойлер, если вы заходите в почту с паролем «Солнышко» или там «Андрей», бегите менять его прямо сейчас. Даже если вас зовут не Андрей, все равно такой пароль очень просто подобрать. Правило второе, и я думаю, вы тоже его знаете. Пароль Ваня1984 тоже плохая идея. Вы знаете почему. Тем, кому действительно нужно будет взломать вашу почту, будет не лень изучить ваш профиль и попробовать подобрать пароль простым перебором. Что первым делом придет в голову? Имя, дата рождения, город, может быть, улица. Найти все это в ваших соцсетях или в открытых источниках совсем несложно. Попробовать несколько вариантов, несколько десятков вариантов тоже. На подбор четырехзначного пароля компьютеру нужны доли секунды. Поэтому вы не должны использовать в паролях никаких личных данных. Имена, даты, адреса, номера телефонов — все это легко можно найти, угадать, подобрать. Главное помнить, защищенность информационной системы всегда равна защищенности ее самого слабого звена. И все остальное не имеет значения. Например, если вы поставили надежный многобуквенный пароль, вы наверняка его поставили, я не сомневаюсь. Но контрольный вопрос у вас для восстановления пароля — это девичья фамилия матери или домашний адрес, то считайте, что у вас нет пароля. Достаточно злоумышленнику нажать на кнопочку «Забыл пароль», запросить процедуру восстановления, и вот уже ваша почта взломана. Проверить себя не так уж сложно. Есть универсальный способ. Попробуйте сами и надолго стать хакером. Посмотрите на свои аккаунты со стороны, пофантазируйте и представьте, как бы вы их взламывали. Вы погуглите сами информацию о себе и посмотрите, что у вас можно нагуглить. Забудьте свой пароль на время
И убедитесь, что, скажем, письмо со ссылкой для восстановления не приходит на вашу старую почту, давно заброшенную, в которую можно зайти с паролем раз, два, три, четыре, пять, шесть. Промоделировать действия злоумышленника не так уж трудно, это займет не так много времени, но вам, возможно, сбережет в будущем много нервов. Но вот вы убрали все дыры, придумали сложный пароль, поставили его везде, где вы залогинены, и теперь переходим к третьему правилу. Потому что вы только что сделали ошибку. Третье правило такое. Нельзя, конечно же, использовать один и тот же пароль для всех аккаунтов. Пароли и логины с разных сайтов в интернете, к сожалению, утекают постоянно. Если следить немножко за новостями из компьютерного мира, то вы увидите, что каждый день в сети оказываются базы с миллионами паролей и логинов. Большинство из них уникальные. Это значит, что они утекли впервые и до этого нигде не встречались. Что происходит дальше? Дальше эти базы попадают на черный рынок, где их покупают профессиональные мошенники и начинают пытаться использовать для своего личного обогащения или для еще каких-то целей. Из базы они узнают ваши данные: имя, фамилию, почту и пароль. Найти теперь ваши соцсети будет уже несложно. Потом остается только подставить в них этот же пароль. И вот вы уже рассылаете всем сообщения с просьбой одолжить денег, а друзья звонят с вопросом, все ли у вас хорошо. Рецепт, опять же, простой. Разделяйте. Можно поставить несложный пароль на сайте, где вы заказываете, скажем, корм для кота. Чтобы не путаться, это может быть слово, которое вы запомните. И для всех таких нечувствительных вещей, которые, если взломают, то не страшно. В принципе, можно использовать один и тот же не очень сложный пароль. Но ни в коем случае нельзя использовать его же для входа в рабочую почту или в соцсети. Оцените риски. Попробуйте понять, где у вас хранится самая чувствительная информация. Туда нужно ставить пароли посложнее и не лениться. На этом месте у многих возникает вопрос: и что, мне теперь нужно помнить все пароли? Если их так много, я в них запутаюсь и не смогу этого сделать. И тут есть четвертое правило. Запоминать ничего не нужно, лучше использовать менеджер паролей. Есть такие специальные программы, которые будут хранить ваши пароли ко всему, чем вы пользуетесь, ко всему важному, к соцсетям, мессенджерам, сайтам, где введена ваша финансовая информация, к интернет-банку. А запомнить нужно будет только один пароль для входа в менеджер паролей. Хороших менеджеров паролей не так мало. Самые надежные и популярные LastPass или OnePassword. Ссылка на них тоже будет в описании. Когда вы установите себе такой менеджер паролей, он предложит вам придумать пароль для входа. Вот его надо будет запомнить. А дальше останется только добавить в него нужные вам сайты. Придумывать новые пароли для них не надо. Менеджеры паролей умеют сгенерировать автоматически сложные пароли, которые невозможно подобрать. Вот теперь у вас уже почти все хорошо. Осталось еще только одно, но очень важное. Пятое правило. Оно такое. Везде, где только можно и где хранится чувствительная информация, должна быть обязательно включена двухфакторная аутентификация. Давайте вспомним, что это и почему ей надо пользоваться. Давайте представим, что кто-то случайно все-таки узнал пароль от вашего аккаунта в Фейсбуке, в Инстаграме или от вашей почты. Например, потому что вы не хранили его в LastPass или он утек каким-то образом. И вот взломщик открывает ваш аккаунт, вводит пароль, но не может зайти. Почему? От входа его отделяет последний шаг. Сервис просит ввести одноразовый код. Это и есть второй фактор входа. Почтовый сервис запрашивает подтверждение того, что пароль ввели именно вы. Как это можно проверить? Один из самых очевидных способов — прислать вам смс и попросить ввести код из этой смс. Даже если пароль оказался у злоумышленника, телефон у вас в руках, кода с смс он не введет, и вы защищены. Двухфакторная аутентификация сейчас есть почти везде, во всех популярных приложениях, в почте, в соцсетях, в мессенджерах, там, где хранится самая важная информация. И включать ее нужно обязательно. Просто представив себе, как бы все плохо закончилось, если бы у вас был только пароль, и у злоумышленника не попросили бы подтвердить вход вторым фактором. Искать двухфакторную аутентификацию и включать ее обычно нужно в настройках безопасности приложения. Как правило, она так и называется. Кажется, что теперь-то уж точно все хорошо, и ваш аккаунт надежно защищен, но есть еще одна часть пятого правила со звездочкой. Она особенно касается активистов, журналистов, политиков любого масштаба, проще говоря, тех, кто подвергается угрозам со стороны государства.
Напомню вам одну историю, может быть, вы про нее слышали, и вы тут же все поймете. Эта история случилась с сотрудником отдела расследования ФБК Георгием Албуровым в 2016 году. Примерно в 3 часа ночи кто-то попытался зайти в его аккаунт в Телеграме. У него стояла двухфакторная аутентификация через СМС, взломщикам понадобился код, и в этот момент почему-то, по такому вот совпадению, оператор МТС, которым тогда пользовался Албуров, просто отключил ему сервис доставки СМС на короткое время и настроил переадресацию на другой номер. Этого короткого времени хватило ровно на то, чтобы СМС с кодом вместо Албурова получил кто-то другой. Можно ли было это заметить или как-то предотвратить? Ну, очень вряд ли. Мало кто из нас вообще отправляет СМС, и тем более делает это в 3 часа ночи. Вы скажете, ну хорошо, есть много желающих взломать Телеграм Албурова. Он все-таки в отделе расследования ФБК работает. Но вряд ли кто-то придет за моими смс-ками к оператору, если я, более или менее простой человек или простой активист. Но, к сожалению, на самом деле перехватить смс-ку не так сложно, как кажется. Это ненадежная технология. Телефоны в поиске сети обычно выбирают базовую станцию из всех имеющихся в доступе с самым мощным сигналом. Если рядом с вами кто-то включит свою базовую станцию, ваш телефон к ней подключится и смс-ка будет перехвачена. Поэтому, когда вы включаете двухфакторную аутентификацию, не выбирайте звонок или смс в качестве второго фактора входа. Как правило, в любом приложении есть и какой-нибудь другой способ. Например, специальное мобильное приложение. Когда вам нужно будет зайти в аккаунт, вы просто посмотрите в нем цифровой код, который обновляется каждую минуту. Самое простое и популярное из таких приложений — это Google Authenticator. К нему можно подключить двухфакторную аутентификацию в почте, в Фейсбуке, в Твиттере, во многих других сервисах. Ссылку на это отличное приложение мы тоже положили в описании этого ролика. Иногда бывает так, что никаких других способов включить двухфакторную аутентификацию нет, только звонок или смс. Но и в таком случае, конечно, простая оценка рисков, здравый смысл говорит нам, что лучше хоть с какой-то двухфакторной аутентификацией, чем вообще без нее. Вот теперь, наверное, все с базовыми правилами про пароли. Пройдитесь по этим правилам, начиная с самых простых, потому что ошибки часто делаются на самом базовом уровне. Проверьте себя, расскажите о них своим близким и родственникам. Ну, а что касается переписки, вообще-то, конечно, лучше перестраховаться и, в принципе, не писать ничего такого, что вы не готовы увидеть в эфире Первого канала. Особенно в чатах на много человек, где не все знают, как защитить свой аккаунт, или вы не можете доверять всем партнерам по переписке. И еще раз помните, уровень защищенности вашего аккаунта в любом сервисе обусловлен полностью уровнем защищенности самого слабого звена. Если вашим потенциальным врагом, тем, кто может интересоваться вашими данными, является государство, вы должны это учитывать. Государство знает про вас гораздо больше, чем просто злоумышленник со стороны, и имеет доступ к гораздо больше информации о вас. Государство знает не только девичью фамилию матери, но и, скажем, номер банковского счета, адрес по прописке и еще много чего. И если эта информация как-то используется вами для защиты собственного аккаунта, значит, на самом деле никакой защиты против государства вы не предусмотрели. Опять же, вам помогут длинные пароли, двухфакторная аутентификация и использование специального приложения для одноразовых кодов. И только так. В следующем выпуске мы поговорим о шифровании и о том, как защитить от взлома ваши телефоны и ноутбуки, даже если они попадают в руки злоумышленников в погонах или просто обычных мошенников, хотя в последнее время различить все сложнее. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте наши следующие видео, ставьте лайки под этим видео, так его сможет посмотреть больше людей.